Добрый день, дорогие пекари! Сегодня у меня очередная подборка ваших вопросов и снова про закваски. Закваски – это тема, которая нас не отпускает. Продолжаем разбираться, как их выводить, как их хранить, как их использовать. Возникает много вопросов, поэтому я опять собрала вопросы про закваску. Поэтому давайте приступим. Вопрос первый. Почему закваска не всегда получается и не всегда выводится? Факторов может быть много. И один из важных факторов – это мука, на которой вы делаете закваску. Я уже говорила в предыдущих ответах на вопросы, что на поверхности зерна собирается та микрофлора, она обсеменяется в процессе вырастания этого самого зерна. Пока оно растет, ветер, дождь, вода – все это приносит пыль на наше зерно и приносят микробиологию определенную, да, молочно-кислые бактерии, которые живут у нас в природе. Они осаждаются на поверхности зерна, и потом мы их используем в качестве закваски для нашего хлеба. Может быть, для кого-то это будет открытием, но это так. Мы берем то, что есть в природе, и применяем для своих нужд. И если в процессе выращивания зерна его очень часто обрабатывали различными химикатами, от болезней, от грибковых инфекций, потому что все растения болеют, они заражаются, естественно. То есть были либо нарушены технологии, либо сделаны передозировки, либо слишком много этих химикатов использовалось. И вся эта микробиология была убита. В результате зерно получилось красивым, да, оно получилось крупным, вырос хороший урожай, но микробиология на поверхности вся была убита. И это зерно смололи, получили муку, а в муке ничего живого нет. Кроме крахмала, да, сахаров, что там еще у нас в муке находится. То есть микробиологии нет, поэтому она и не выводится. Может быть, другой момент. Может быть, и выращивали правильные технологии, не нарушали, но протравили потом зерно, когда его собрали, чтобы оно не гнило, чтобы оно не кисло, чтобы оно долго хранилось. Его протравили, обработали, опять же, ядохимикатами. Когда смололи в муку, все это пошло в муку, и, конечно, потом вы не можете вывести никакую закваску на этой самой муке, потому что там микроорганизмы просто не живут, там много каких-то антибиотиков. Мы это знаем по себе, да. Вот, поэтому нужно искать муку, которая способна дать вам ту самую микробиологию, дать процесс рождения этой нашей закваски. Не всегда это получается с первого раза, конечно, но и другими причинами, почему не получается закваска, конечно, может быть нарушение технологии самой выведения. То есть либо вы не вовремя покормили, либо вы ее передержали, либо вы ее перегрели, либо наоборот понизили температуру до 18-20 градусов, и все процессы затормозились, они остановились, и только патогенные микроорганизмы могут жить при такой температуре. Соблюдайте технологию выведения, ищите правильную муку, и закваска обязательно получится. Следующий вопрос. Чем опара отличается от закваски? Если мы говорим о стопроцентной влажности закваски, то ничем. Опара – это просто раскормленная до нужных объемов закваска. Мы называем это двумя разными словами, чтобы разделить два процесса. Мы достали закваску из холодильника, покормили, у нас освеженная закваска. Мы ее покормили в большем объеме по рецептуре, мы получили опару. И это, по сути, та же самая закваска, но при одном условии. Если мы это все мы делаем на одной муке и при одной и той же влажности, то это, по сути, одно и то же. Но, как правило, опара ставится на той муке, на которой вы будете печь. Печь вы можете на семолине, на цельнозерновой, на ржано-пшеничной смеси, с добавлением кукурузной муки, с добавлением гречневой, какой угодно другой муки. Поэтому и опара может отличаться. То есть закваска у нас идет на базовой, на нашей муке, она либо пшеничная, либо ржаная, как правило. А опара у нас уже делается на той муке, на которой мы будем ставить дальше хлеб. Я думаю, что этот вопрос понятен. И закваска у нас бывает, как правило, либо 50, либо 100% влажности, а опары могут быть самые разные. Они могут быть плотными, они могут быть жидкими, они могут быть 100% влажности. Это все зависит от рецепта. Если они одинаковые по составу и влажности, то ничем.
Если в рецепте другая опара, то, конечно, это совершенно другой продукт. Почему закваски бывают густые и жидкие? Возьмем для примера закваску 100% влажности и закваску 50% влажности, так называемую Левита Мадре. Густота закваски определяет скорость накопления кислот при брожении этой самой закваски. Закваску 100% влажности мы используем, как правило, в хлеб. В сдобе нам нужно минимизировать кислотность, поэтому мы используем, как правило, Левита Мадре 50% влажности. Поэтому понимаете, куда вы используете закваску, и, соответственно, ту закваску и берите, которая подходит для данного вида изделия. Можно печь хлеб на Левита Мадре, он получается прекрасным, но на спонтанной 100% закваске это делать проще. Как показывает практика, вы можете использовать любую, которая вам нравится, ну а по густоте я сказала, чем они отличаются. Следующий вопрос. Как кормить и вести закваски после выведения? Кормим мы закваски в тех же пропорциях, как мы их кормили в процессе выведения. Если это 100% влажность, то в пропорциях равных 1:1:1. Либо посмотрите мое видео о пропорциях кормления заквасок 100% влажности. Там вы поймете, что можно кормить и в больших пропорциях. Но если мы говорим о том, что достать закваску, покормить, снова убрать в холодильник, либо испечь, мы 100% влажности закваску кормим в пропорции 1:1:1. То есть равное количество муки, воды и исходной закваски. Закваску Левита Мадре 50% влажности мы кормим в пропорции 2:1:2. То есть у нас закваски и муки в 2 раза больше, чем воды. Закваски, например, 50, муки 50, воды 25 граммов. После того, как мы закваску покормили, независимо какую, ту или другую, мы ее покормили, мы ее обязательно оставляем при комнатной температуре, либо чуть теплее комнатной, при температуре 26-28, до вырастания до пика. Когда она достигла пика, поднялась куполом, она у нас пористая, разрыхленная, красивая, в этот момент мы можем поступить двумя способами. Либо убрать ее обратно на хранение в холодильник, либо использовать ее в выпечку. Если мы убираем ее в холодильник, то мы помним, что кормить закваски надо примерно 2-3 раза в неделю. Это минимум. Если убираем выпечку, то значит мы отбираем необходимое для выпечки количество, а остаток кормим еще, доводя до определенного объема, чтобы она просто смогла храниться. Лучше, если вы будете хранить граммов хотя бы 100 закваски постоянно в холодильнике, потому что если будет ее меньше, она будет голодать и будет портиться быстрее. Итак, если мы держим закваску в холодильнике, то мы либо печем, либо кормим хотя бы 2-3 раза в неделю. Если мы ведем закваски при комнатной температуре, а есть такие любители, то тогда мы кормим 2 раза в сутки. Либо мы печем каждый день. Но это скорее уже для ежедневного производства годится, чем для бытовых каких-то нужд, чем для бытового использования для себя, для выпечки. Следующий вопрос. Можно ли вместо пшеничной закваски использовать ржаную и наоборот? Можно, если это стартер. То есть если вы печете пшеничный хлеб, то в качестве стартера вы можете взять ржаную закваску, ее покормить пшеничной мукой, добавить воды, и у вас получится уже перекормленная отчасти пшеничная закваска. А потом вы поставите опару, еще добавите больше пшеничной муки, и у вас ржаная уже перестанет чувствоваться. То же самое вы можете сделать в обратную сторону. Если вы ставите ржаной хлеб, и у вас нет ржаной закваски, не беда. В качестве стартера вы можете использовать пшеничную закваску, покормить ее ржаной мукой, потом сделать опару, вывести тесто и испечь ржаной хлеб. То есть они взаимозаменяемые в качестве стартера для начала брожения нашей закваски перед постановкой опары. Я надеюсь, вам все было понятно. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, я с радостью отвечу. Для себя поняла, что отвечать на вопросы, наверное, чуть-чуть сложнее, чем печь, потому что мне проще показывать, наверное, чем рассказывать, но я буду пытаться. Пишите, будем печь, будем общаться, будем учиться и испечем еще много всего интересного.